Все говорят NVIDIA. Все гайды, все видео, все туториалы только CUDA. Но что если я скажу вам, что на AMD теперь можно файнтюнить большие языковые модели в 2 раза быстрее и на 70% меньше видеопамяти? И не на серверном инстансе, а на обычном железе. С поддержкой Strix Halo. Это реальность 2026 года. Привет! В этом видео полный гайд по файнтюнингу LLM-ок на видеокартах AMD через Onslaught Studio. Объясню каждый гиперпараметр, покажу форматы датасетов, дам лучшие практики. А в конце покажу реальные графики обучения с этой машины. Поехали! Начнем с основ. Что такое файнтюнинг? У вас есть универсальная модель, например, QN 3.6 на 27 миллиардов параметров. Она умеет все понемногу. Но вам нужен специалист. Файнтюнинг — это когда вы берете уже обученную модель и дообучаете ее на ваших данных. Модель не учится с нуля. Она адаптируется. Зачем это нужно? 3 причины. Первая — инъекция знаний. Учим модель специфики вашей области. Вторая — изменение поведения. Модель отвечает в заданном стиле. Третья — оптимизация. Вместо дорогого API вы разворачиваете свою модель локально. Важно понимать, файнтюнинг может заменить RAG, но RAG не может заменить файнтюнинг. Теперь самая важная лора и кулора. Вместо того, чтобы менять все 27 миллиардов чисел в модели, мы добавляем тонкие матрицы А и Б каждому весу и оптимизируем только их. Это значит, что мы обучаем всего 1% параметров. Кулора — это когда мы квантизируем модель в 4 бита, экономя еще больше памяти. Как это работает технически? Представьте матрицу весов размером 1000 на 1000. Вместо обновления миллиона чисел мы создаем 2 маленькие матрицы. Одну 1000 на 16 и другую 16 на 1000. Их произведение приближает обновление для большой матрицы. 16 — это ранг. Чем выше ранг, тем больше емкость адаптера. Почему AMD был проблемой? Все просто куда. NVIDIA создала экосистему, где PyTorch, Transformers, Triton — все работает из коробки. AMD Orok 7 существовал, но поддержка была фрагментарной. Драйверы отставали, не все операции поддерживались. Разработчикам приходилось собирать решения из кусков. И вот тут появляется Onslaught. Команда Onslaught сотрудничала напрямую с AMD и создала полноценную поддержку Orok 7. Результат до 2 раз быстрее обучения и на 70% меньше потребления видеопамяти. Поддерживаются Radeon 9000 серии, 7000 серия, Instinct M300 и, что важно для нас, Strix Halo. Посмотрите на таблицу поддерживаемого железа. RDNA 4 полная поддержка, RDNA 3.1.2, включая Strix Halo на архитектуре GFX 1151 полная поддержка. Это значит, что если у вас есть видеокарта AMD последних 3 поколений, вы можете файнтюнить модели прямо сейчас. Теперь самая ценная часть — гиперпараметры. Это настройки, которые определяют, как именно будет проходить обучение. Правильный выбор — это разница между моделью, которая работает, и моделью, которая работает хорошо. Лора может соответствовать результатам полного файнтюнинга при правильных настройках. Learning Rate или скорость обучения – самый важный параметр. Он определяет, насколько сильно меняются веса на каждом шаге. Слишком высокий — катастрофическое забывание. Слишком низкий — обучение длится вечно. Для лора и кулора рекомендованный диапазон от 2E-4 до 5E-6. Начинайте с 2E-4. Эпохи, сколько раз модель видит весь датасет. Больше эпох — лучше запоминание, но выше риск переобучения. Для большинства задач хватает от 1 до 3 эпох. Больше 3 — убывающая отдача. Совет. Всегда держите отдельный валидационный датасет и следите за лосс на нем. Batch — размер и градиент accumulation. Batch — сколько примеров обрабатывается за один шаг. Градиент accumulation — сколько шагов накапливается перед обновлением весов. Их произведение дает эффективный батч. Например, batch 2 и accumulation. 4 — это эффективный batch 8. Gradient accumulation позволяет симулировать больший батч без роста памяти. Ранг лора обозначается как R и альфа. Ранг контролирует количество обучаемых параметров. Типичные значения — 8, 16, 32, 64, 128. Для большинства задач выбирайте 16 или 32. Альфа масштабирует силу изменений. Эвристика альфа равна 2 умножить на ранг. Например, ранг 32, альфа 64. Дропаут и весовой дикей. Дропаут случайно обнуляет часть активаций для предотвращения переобучения. Но для лора исследования показывают, что он не особо полезен. Поэтому по умолчанию 0. Весовой дикей — штраф за большие веса. Рекомендуемое значение 0,01. Не ставьте слишком большие значения.
Warm-up и Sculder. Warm-up — плавное увеличение learning rate в начале, помогает стабильно стартовать. Рекомендация от 5 до 10% от общего количества шагов. Sculder типов определяет, как меняется learning rate, два популярных варианта — линейный и cosine. Cosine дает более плавное затухание и часто работает лучше. Таргет-модули, какие слои модели подвергаются лора. По умолчанию Onslaught применяет ко всем ключевым модулям. Attention, MLP, Language Layers. Это дает максимальный охват. Если ограничена память, можно отключить MLP-модули, это сэкономит память, но снизит качество. Для большинства задач оставьте по умолчанию. Как избежать переобучения и недообучения? Переобучение модель запомнила данные, но не обобщает. Тренировочный лосс падает, валидационный растет. Решение. Меньше эпох, больше данных. Недообучение лосс высокий и не падает. Решение. Больше эпох, выше learning rate. Идеальная кривая, плавный спад до плато. Переходим к датасетам. Датасет — коллекция данных для обучения. Качество важнее количества. 100 идеально размеченных примеров лучше 1000 посредственных. 4 основных типа. Сырой корпус для Continued Pre-Training. Инструкции для Supervised Fine-Tuning. Multi-Turn диалоги. И ранг данные для Reinforcement Learning. Форматы данных. Самый популярный ChatML. Формат диалога между юзером и ассистентом с ролями. Подходит для большинства современных моделей. Второй — Alpaca формат. Простая инструкция, вход и выход. Третий — ChatGPT, похож на ChatML. Onslaught поддерживает автоопределение, просто загрузите файл, и он распознает формат. Сколько данных нужно? Для адаптации стиля от 500 до 1000 примеров. Для инъекции доменных знаний от 5000. Для сложных задач от 10 000. Можно использовать синтетические данные, сгенерированные другой моделью. Но будьте осторожны. Синтетика может содержать галлюцинации. Всегда валидируйте. Практические советы. Первый. Всегда делайте сплит на тренировочный и валидационный набор, например, 90/10. Второй. Уберите дубликаты, они раздувают лосс. Третий. Балансируйте классы. Четвертый. Используйте пакинг, он позволяет упаковывать несколько коротких примеров в одну длинную последовательность, экономя вычисления. Лучшие практики файн-тюнинга. Первое, всегда начинайте с маленькой модели. Не берите сразу 70 миллиардов. Второе, используйте кулера с 4-битной загрузкой. Третье, eval set обязателен. Четвертое, сохраняйте чекпоинты каждые 100 шагов. Пятое, экспортируйте в GGUF для запуска в Llama, CPP или Allama. А теперь реальные данные с этой машины. Вот лог файн-тюнинга QN 3.6 на 27 миллиардов на Strix Halo. Модель загружена в 4 бита. Onslaught оценивает потребление в 33 гигабайта. Но при реальном многочасовом прогоне фактическое использование памяти достигало 73 гигабайт. Из 128 доступных. Посмотрите на кривую лосс. Запуск стартует с 1,9 и плавно падает. На 404-м шаге лосс уже 0,1869. Learning rate держится на 2e-4. Градиент норм стабилен 0,4. Запуск шел почти 3 часа, потом мы остановили его и возобновили с чекпоинта. В общей сложности 11 часов с перерывами. Вот полные параметры этого запуска. Модель QN 3.6 27B Obliterated. Тип кулора 4 бита. Ранг 32, альфа 64. Batch 2, Gradient Accumulation 4. Learning Rate 0,0002. Одна эпоха. Warm-up 5%. Sculder Cosine. Оптимизатор Adam 8 бит. Пакинг включен. Сколько займет полный прогон? С этими параметрами и датасетом в 50 000 примеров Onslaught Studio оценивает время в 4,5 дня на Strix Halo. Да, это долго, но это реально. Несколько лет назад файн-тюнинг модели на 27 миллиардов параметров требовал дата-центр с 8 A100 видеокартами. Сейчас это делает один ноутбук. Итоги. Файн-тюнинг на AMD — это реальность. Onslaught сделал то, что казалось невозможным: полноценная поддержка ROG 7 с оптимизациями. Меньше памяти, быстрее обучение, без потери точности. Если у вас есть видеокарта AMD последних поколений, вы можете файн-тюнить модели уже сегодня. Ссылки на документацию в описании. Подписывайтесь.